Вот такая красотень, обжаренное мясцо, аромат. Я думаю, здесь нечего добавить. Вот такая шурпа. Ребята, всем привет! Привет, ребятки! Мы, как всегда, в гаражах собрались. Олег, чем мы сегодня будем готовить? Сегодня будем готовить блюдо под названием каурма-шурпа, что в переводе жареная шурпа. Шурпа была уже на канале, ставим где-то ссылочку. Это совершенно другой рецепт, жареный. Я думаю, что будет вкуснее, просто сам вкус мяса будет более насыщенный бульон, ну и сам суп, соответственно. По традиции, в начале ролика пиар. Хочу порекомендовать магазин Imha Shop. Ссылочка будет внизу в описании. Казаны, посуда и так далее. В общем, ссылка внизу. Зайдите, посмотрите. Нормальный сайт. Каждый для себя там что-то найдет. Покупая на данном сайте, вы прям помогаете нашему каналу. Так что ссылка внизу в описании. Проходи и купи себе казанчик. Или еще что-нибудь. Для приготовления каурмы-шурпы нам потребуется, конечно же, баранина. У нас здесь килограмм, чуть больше кореечки на косточке. Обязательно на кости надо использовать баранину. Не обязательно корейку, но чтобы была с косточкой. Также кинза, укроп, острый перец. Попробуем, насколько острый. Если будет не очень острый, добавим вот такой, вот это бомба. 3 морковины, пару лавровых листов, лук, чеснок, помидоры, сладкий болгарский перец, немного картошки. Из приправ это будет зира, кориандр, здесь чайная ложка примерно, ну и соль по вкусу. И перед началом немножко хотелось бы рассказать об этом блюде. Вообще шурпа — это наваристый густой суп, то есть что-то между первым и вторым. Вообще блюдо шурпа, название само этого блюда, происходит от арабского шорба. Шорба, то есть суп. Каурма — это жарить, то есть жареный суп. Представляет собой густой наваристый суп, чаще всего из баранины, также его готовят из говядины, в некоторых случаях даже из курицы делают, но это, скорее всего, не оригинальные рецепты, поэтому все овощи у нас сезонные, сейчас они недорого стоят, делается из сезонных овощей, единственное, мяско, конечно, дорогое. Вообще блюдо Средней Азии и Среднего Востока называется тоже по-разному: шурпа, чорба, сурпа, как-то еще там, короче, есть название. Везде в разных регионах, где его готовят, называют по-разному. В общем, такой будет интересный суп из простых, всем доступных ингредиентов. Поэтому что, начнем с того, что подготовим все ингредиенты. В шурпе, за что ее и любят, наверное, многие народы, в принципе, что она готовится абсолютно несложно, и это под силу сделать каждому. Такой, я считаю, что это даже мужской можно назвать суп. То есть все режется довольно-таки крупно. Если картошка, вот как у нас размера там, ну на 3 части, если меньше, можно даже напополам. То есть порежем картошку. Ее не должно быть много в блюде. Раньше вообще не было картофеля в Азии, то есть ее завезли позже. Поэтому, я думаю, обходились репой и айвой, скорее всего. Я прав, если не прав, поправьте в комментариях. Также порежем лучок. Лук порежем мелко, четверть кольцами. Ну, не совсем мелко, но вот так вот приблизительно. И отличие этой шурпы вообще от той шурпы, которую мы готовили, не помню, кстати, как она, не просто шурпа, она тоже как-то называется, то, что та сразу мясо там варится, то есть вареное, а это именно каурма, жареная шурпа. Ну, в переводе, да, жареный суп, если дословно быть. Но я почему-то думаю, что данный вид шурпы получится гораздо вкуснее, нежели просто отварить мясо. Ну, с овощами, как обычно весь суп делают, да? Большинство супов. То есть обжаренное мясо все-таки даст свой вкус неповторимый и аромат. Естественно, по поводу ингредиентов тоже, то, что лавровый лист я там положил. Ребята, это на любителя. В оригинальном рецепте лаврового листа не было. Это уже, ну как можно сказать, осовремененный рецепт. По-современному. Ну и зелень тоже по вкусу, не знаю. По специям много читал. Одни советуют вообще, кроме соли, вообще ничего не добавлять. Типа мясо, овощи сами такие вкусные, чтобы не перебивать никакой вкус, чуть-чуть подсолить. Мы все-таки
к мясу немножко добавим кориандра при обжарке и зиры. Будет вот такой вот аромат. Я думаю, понравится. Лук мы порезали, перец мы сейчас порежем небольшими квадратиками. Зелень просто помельчим, в конце будем добавлять. Перец один порежем, а два оставим целиком. Но опять-таки на вкус попробую. Помидорки специально брали не крупные, оставляем целиком. Чеснок просто подавим, тоже крупненько. Ну и морковь покажу такими, как колечками, типа колечками, наискосок немножко, не знаю как назвать. Потом покажем уже сейчас, когда сделаю. Все ингредиенты готовы. Вот у нас чесночок здесь, довольно-таки крупно. Острый перец целиком попробовал. Ну такой он средненький. Это у нас сладкий перец, кинза с укропом, лук, баранина готова, морковь вот так вот порезали. Картошечка, помидорки целиком. Этот перец тоже целиком, просто для вкуса, для антуража. И лаврушечку. Здесь, кстати, кориандр и зиры добавил прямо вот чуть-чуть. Вот такую одну щепоточку, чтобы не перебить вкус и запах. Ну, аромат обалденный. К мясу, к баранине это подходит просто на все 100. Че, идем разжигаем костер и уже приступаем к самому приготовлению. Погнали. Казан у нас уже нагрелся, никакого масла, ничего не добавляем. Просто берем кусочки мяса и прижимаем их вот так по стеночкам. Вообще, конечно же, добавляют курдючный жир для этого, но мы не будем, так как мы его не любим. А кто ест, конечно же, добавляйте. Вот так положили баранину, приклеили ее, можно сказать, по сторонам казана и накроем крышкой. Буквально минуток на 3, 4, 5 максимум. Жар максимальный, потом перевернем, ну и дальше покажем, что будем делать. Прошло буквально минуток 5, наверное. Перевернем баранину. Вот так она у нас уже подрумянилась. Сейчас с другой стороны также подрумяним ее. И под крышкой она у нас уже готовится, можно сказать, и изнутри тоже. Кто любит курдюк, добавляйте по краям, либо можно сначала немножко нажечь, растопить, я имею в виду, курдючного сала. Но мы делаем на сухую, мясо потом просто отлипает от стенок. Также под крышку еще минут на 5. Прошло еще 3 минутки. Вот так румянится наша баранинка. Я думаю, еще немножко, еще пару минут и будет нормально. Главное по сторонам. Обжарили баранину вот до такого состояния, зарумянилась она. Теперь добавляем лучок и продолжаем обжаривать все с луком. Вот этот кусочек вообще идеальный. Я думаю, на фоне лука видно, что она обжарена довольно-таки хорошо. Теперь с луком немножко тоже. Маслица, конечно, сюда напрашивается, но я говорю, его не добавляют, а курдючный жир, ну, блин, не хочу. Пишите в комментариях, зря не любишь курдюк и так далее. Да? У нас есть такие комментаторы. Вот с лучком уже повеселее дело пошло. Самое время приправить наше мяско именно на этой стадии приготовления и присолить немножко. Олег, сколько соли? Соли 1/20 жмени. Вот так пока помешаем. Лучок уже тоже стал золотиться. Обалденно. Я бы вот так, Олег, бы уже стал есть. Да, да. Теперь добавим чеснок и острый перчик. Не очень сильно он острый. И также морковь. Морковь можно по краям, чтобы она тоже у нас немножко прижарилась. По казану прям. По стеночкам.
так. Пускай буквально минутку, тоже, чтобы она прихватила, поджаренная была. Помешаем все наше дело. Вот так. Аромат классный, да? Уже чесночок пошел, приправки тоже. Ну и морковка начинает поджариваться, все супер. Все идет по плану. Еще жарим где-то минут 5 под крышкой. Не мешая. Почему такая у нас крышка? Потому что готовили блюдо одно, подсачиваем вот эту баранину, сверху же угли ставили. И крышечка у нас приказала долго жить. Так что, ну, купим новую крышку. Оттерли сегодня, кстати, саму крышку. Тоже она даже закоптилась от углей. Это такое, расходник, можно сказать, нормально. Пришло время добавить сладкий перец. Все обжаривается как надо. И морковь прихватилась уже классно. Сейчас перца еще буквально минутку. Аромат уже именно, да, какой-то вот прям узбекской кухни, что ли. И по виду блюдо уже почти так выглядит. Обжарили все наши ингредиенты. И теперь добавляем воду. По стеночкам. Аккуратненько. Воды добавляем так, чтобы хорошо накрывало, потому что часть выкипит, плюс нам картошку варить. Сейчас помешаем, посмотрим. Вот эта пена, которая образовалась, сразу же сейчас ее снимем. Сейчас пускай минутку прокипит. И обязательно все делаем на слабом кипении. Сейчас уже жар уменьшим, чтобы у нас так еле-еле булькало. Воды, ну не знаю, еще можно чуть-чуть. Вот так. Прошло буквально где-то 3-4 минуты. У нас слабое кипение, как кипит. И загружаем сейчас сюда картошечку. Сейчас помешаем, я покажу, как там внутри что творится. Вот такой вот набор красок, цветов, ароматов из продуктов. Все это будет очень вкусно. Баранинка, картошечка. Минут 20 на слабом огне сейчас поварим. Пенку также будем снимать. И дальше включимся. Прошло буквально минут 10, как положили картошку. Смотрите, ребят, какая красотень получается. Не знаю, передаются ли сейчас краски, но выглядит это просто супер. Это мы еще помидорки не добавляли. Пока варим, сняли всю пену. И обратите внимание на цвет бульона. То есть насколько он насыщенный, непрозрачный, а вот прям темно-красного цвета. Картошка у нас уже варится минут 20 примерно. Только теперь добавляем помидорки целиком. Также 2 целиком перчика. Пару лавровых листов. Этот перец решили не добавлять. У нас есть сушеный острый, а то будет слишком острый. И только сейчас посолим уже сам бульон. Конечно же, в жменях. На такое количество 1/10 жмени. Вот так. Сейчас помешаем немножко. Смотрите, какая там красотень. Ну все, ребят, накрываем крышкой и минут 20 жарим. На улице уже темнеет, жарим, оговорился. Варим, конечно же, нашу шурпу на слабом огне, как мы все время это делали, чтобы не было лишней пены. Вообще все супы я советую варить вот на медленном огне, чтобы так еле булькало. Ну, уже, наверное, стемнеет минут через 20, потому что сейчас темнеет рано. Все, ждем, через 20 минут включимся. Картошка у нас полностью готова, уже проверили. Вот уже слабенькое кипение. Теперь сверху посыпаем зеленью.
и минуток на 5. А эту зелень оставим в тарелке украсить. Все, что, сейчас минут 5 постоит под крышкой, настоится и будем дегустировать. Но, судя по запаху, это просто обалденно и вкусно. Тяжело. Дофига мы наварили. Сейчас покажу, он настоялся немножко. Супец наш. Вот такая красотень. Аж все запотело. Ну и что, сейчас поедим, домой возьмем. Запах на весь гараж. Класс. Ой, все запотевает. Вот такая красотень. Обжаренное мясцо. Аромат. Я думаю, здесь нечего добавить. Вот такая шурпа. С бульончиком. Запах, да, Олег? Запах просто обалдеть. О, горячо. Ну и мясо, блин, дофига. По факту такой казан, я думаю, человек на 10 смело. Паре кусочков, что все попало. Картошечка, морковь и бульончик. У меня слюни. Да, вот такая вкуснотень получилась. Аромат обалденный. Сейчас немножко остынет, просто очень горячо. Попробуем и скажем свое мнение. Я сразу вот так. Ну да, сверху зелень. Ну все, давайте есть. Ну все, ребята, мы заканчиваем, мы наелись. Олег, как тебе? Тарелочки пустые, мясца еще навернули помимо супчика. Что, получилось вообще супер. До этого я много раз, честно скажу, ел шурпу, но обычную, вареную, как мы уже готовили. Мне жареная понравилась больше. Мне кажется, даже бульон как-то напитался вот именно жареным вкусом жареного мяса. То есть, если просто отварить бы эту баранину, не было бы такого вкуса. А так сытно, вкусно. У нас там, блин, больше половины осталось. Реально, по факту, это, наверное, человек на 10. Короче, всем советую вот именно делать жареную. Не знаю, один раз попробуйте. Напишите в комментариях, кто ел. По мне, так она гораздо вкуснее, чем вот обычная вареная шурпа. Так что этому блюду, тем более мы давно суп не ели, блюду только лайк. Да, ребят, у кого большая компания, наварите целый казан, все оценят, я думаю, будет Походе классно. на рыбалке, вот, ну, на природе, прям, знаешь, где-нибудь сесть у костра. Ну и на даче. На даче. Да, на даче Кто тоже. на даче готовит, сейчас уже похолодало. Как раз супер. И такое блюдо, оно Тепленький. Хороший. нажористое, теплое, согревающее. Ребят, кому Класс. понравилось видео, палец вверх. Кому не понравилось, тоже лайки. Ссылки в описании. Там Сами все знаете, колокольчики, соцсети и все тому подобное внизу в описании. Ну все, всем пока. Всем пока!